Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Сегодня мы продолжаем публиковать секретные документы из проекта «Дитя». Если вы еще не в курсе того, как людей насилуют рептилоиды и как в свою пользу используют это власти, то советую вам пересмотреть все видео с самого начала. Ссылка на плейлист «Проект Дитя» висит сейчас в правом углу экрана. Как всегда, в целях безопасности моего источника все имена изменены, а документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Джон Войтович был доволен проведенной операцией. В принципе, результат был реализован. Хоть и не удалось похитить экспериментальные образцы, которые сумели получить китайцы. База-аэродром в Паланхае была перевалочным пунктом, а основные исследования велись в Аньхое. Там, наверное, у китайцев было еще бог знает что. Узкоглазые копали в том же направлении, что и секретная служба США. Кто бы мог подумать. Войтович снова и снова пробегал глазами фотографии, слитые с облака спецагента Камилы Гаруппе. Чертовски умная сучка, решила подстраховаться. Но сама и не подозревала, чем может обернуться все дело. По факту она вытянула на себе реализацию операции, потеряв всех своих людей. Но нужно что-то решать. Войтович вальяжно развалился в кресле своего кабинета, закурил сигарету в ожидании конвоя, который уже чеканил шаг по коридору. Войтович улыбался в предвкушении. В дверь постучали. «Войдите». Дверь открылась, и в кабинет вошла Камила Гаруппе. Точнее, она вошла не сама. Ее вели двое здоровенных солдат в полевой форме и балаклавах. Старший доложил. «Оставлена бывший специальный агент ЦЦО армии США Камила Гаруппе». Войтович улыбался. «Свободны». Старший конвоя задержался. «По инструкции должны сопровождать от выдворения до выдворения в камеру специальной тюрьмы». Войтович перестал улыбаться и холодно процедил. «Я сказал, свободные!» Солдаты удалились. Войтович снова улыбнулся, глядя на лицо женщины, измученной бессонницей и допросами. Еще и губа распухла. Походу перестарались молодчики. А ведь им было приказано не оказывать физического давления. Войтович еще раз остро ощутил факт того, что он окружен кретинами. Менять нужно людей. Менять. Ну вот только где их взять-то? «Присаживайтесь, агент Гаруппе. Кофе, сигарету». Женщина молчала. В глубине глаз затаилась ненависть. «Позвольте представиться. Я глава департамента специальных исследований. Одного маленького, закрытого общества, которое подчиняется непосредственно президенту и главе Пентагона. Меня зовут Джон Войтович». Камила ухмыльнулась, наклонив голову в бок. «Я прекрасно знаю, кто вы. Ваша спецоперация в Югославии изложена в пособиях для спецназа с упоминанием вашего имени. Извините, но вы таки продолжите сопли жевать, или мы перейдем к делу?» Войтович смотрела ей прямо в глаза. «Чертовски умная сучка!» А офицер делано развел руками. «Но к делу так к делу. Официально вы погибли при проведении спецоперации. Министерство обороны вас списало. Однако вы живы. Что же нам теперь делать?» Камила молчала, а Войтович говорил, как бы размышляя вслух. «Да и спецоперация не была реализована. Вы провалили все дело, спецагент Гаруппе». Женщина молчала. Войтович смотрел на нее. Дикая как кошка, но умная. Молчит, ждет, чем все закончится. «К тому же, вы похитили секретные данные, не предназначенные для вашего анализа. Я говорю о фотографиях на вашем облаке. Ведь этот факт мы можем рассматривать как государственную измену с последующей смертной казнью. Не так ли?» Гаруппе дерзко рассмеялась. «Войтович, я прекрасно знаю ваши методы работы. Без страховки вы бы уничтожили меня и моих людей сразу же после реализации спецоперации. Это мой счастливый случай, что этот ебаный ублюдок выполз из той девки и поднял шухер на вертолете». Тон Войтовича изменился. «Короче, дальше все будет так. Вы в течение 4 часов подробно изложите обстоятельства крушения транспортного вертолета и ваши последующие действия. После вы снова будете водворены в камеру. Дальше я подумаю, как с вами быть». Ни один мускул на лице спецагента Камилы Гаруппе не дрогнул, но внутренне она улыбалась. Значит, для нее все еще продолжается. Ее жизнь не окончится казнью с последующим крематорием.
Войтович нажал на кнопку, вмонтированную в столешницу. Практически сразу же в кабинет вошел конвой. «Увести. Распорядитесь, чтобы в камеру предоставили бумагу и пишущие приспособления, которые запросят заключенные». Из донесения спецагента Камила Гаруппе. «Я и мои люди находились в десантном отсеке, который был отделен от грузового отсека переборкой. Во время пересечения границы между Китаем и РФ я услышала женский крик. Через наш отсек в сторону грузового отсека пробежало двое ученых и старший охранного наряда, который был на борту. Я приказала своим людям привести оружие в боевую готовность и готовиться к любому исходу. За переборкой в грузовом отсеке раздались крики и выстрелы. Затем в переборку кто-то бил с той стороны. С третьего или четвертого удара в переборке образовался пролом. Я скомандовала «Огонь!». Но благодаря пулевым пробоинам пролом увеличился. В ходе боя я потеряла убитыми 3 и ранеными еще 2 людей. Рептилоид, я буду называть его так, прорвался к кабине вертолета, после чего произошло крушение. На месте крушения мной были обнаружены разбитые колбы с рептилоидными эмбрионами и выжившим ученым. Дальше вы знаете все». Войтович пробегал донесение глазами. В принципе, ничего нового. Неизвестно было, как выжила сама Гаруппе. Кроме того, Войтовича заинтересовала короткая шифрованная запись внизу. Любой, кто увидел бы эту запись, ничего бы не понял. Она была написана старым шифром, который когда-то на заре своей службы пользовался сам Войтович, будучи полевым спецагентом. Приписка гласила: «Мои люди имели при себе документы прикрытия, подтверждающие их причастность к армии России. След сбит в их сторону. Пусть китайцы выясняют отношения с нашим потенциальным противником. Колба с эмбрионами закопана неподалеку от места крушения. Заставила старичка-умника повкалывать». Войтович дочитал донесение и снова улыбнулся, повторяя про себя в очередной раз: «Чертовски умная сука». При этом он подтянул к себе 2 листка с гербовыми печатями. Один из них был приказом о казни Гаруппе, а второй — о зачислении под начало Сандерса. Приказ о казни Войтович запихнул в шредер. Глава департамента не заметил, как сигара потухла. Последние дни были очень напряженными. Отсутствие нормального сна и стресс делали свое дело. Войтович испытывал сильную усталость и банально хотел спать. Стал немного рассеянным. Нужно было закончить с аналитической сводкой, а после он пообещал себе выспаться как следует. Войтович раскрыл папку «Личное досье на захваченного ученого». Дэн Хуатин, 68 лет, светило микробиологии и генетики. В деле была его фотография, сделанная во время предварительного допроса уже на территории США. По протоколу с ученым были вежливыми и учтивыми, но поставили его в условия, где отказ означал бы неминуемую смерть. Но перед казнью под воздействием мощных препаратов и гипноза он исписал бы кучу листов, при этом напивая себе под нос и истинно радуясь возможности поделиться информацией. Из аналитического доклада. Нам повезло. Дэн Хуатин курировал все исследования по проекту, названному китайскими спецслужбами «Синий дракон». В настоящее время он с бешеным энтузиазмом сливает нам всю наработанную информацию, но потребуется кропотливая проверка по каждому факту. Дэн Хуатин может оказаться фанатиком, кормящий нас дезинформацией. Что удалось выяснить на данный момент? Первое. Китайцами открыт способ безопасного размещения эмбрионов в матке инкубаторов. Предварительно эмбрионы культивируются инвитро и присаживаются на стадии замещения гибкой спинной хорды позвоночным столбом. Второе. Достигнуты прорывные результаты в сопровождении и сохранении здоровья инкубаторов до периода родоразрешения. Третье. Начаты генетические исследования с целью повышения боевых качеств эмбрионов. В настоящее время можно сделать предварительный вывод о том, что гибриды готовились китайцами для ведения войны. Дэн Хуатин не смог ответить на вопрос, откуда у них технологии пришельцев, но вполне возможно, что они так же случайно, как и мы, наткнулись на женщину, похищенную и пережившую изнасилование пришельцами рептильного типа. Кроме того, считаю очень важным фактом, что все модели единственный опытный инкубатор были доставлены на базу в Паланхае. В настоящее время китайцы не располагают исследованиями на тему гибридизации человека и рептилоида. Все накопленные ими, в том числе и ученые, погибли во время крушения нашего транспортного вертолета на границе РФ и Китая. База Ваньхоя переводилась в Харбин. Нами было выбрано идеальное стечение времени и обстоятельств проведения спецоперации. Войтович закрыл папку. Единственное, что оставалось неясным — вопрос о гибриде, который родился непосредственно в вертолете.
Камила Гарупа не дала пояснений, она не видела его мертвым. Вполне может быть, что он погиб при крушении под обломками. Но он мог же и выжить. Лунцзян должен быть китайским и под, и над рекой, которую русский называет Амуром. Эта территория испокон века принадлежала Поднебесной. Так рассуждал китаец средних лет, продирающийся сквозь таежный лес. Китаец возглавлял небольшой отряд браконьеров, которые охотились на медведей у самой границы российского Преамурья. Кроме охоты, они промышляли женьшенем. Русские, кстати, промышляли примерно тем же, но только не заходили на китайские территории. А вот китайцы на российскую заходили и никогда не стеснялись этого делать. Не пугали ни российские пограничники, матерые как волки, ни международные договоренности. А если кто-то пугался, то пусть сидит дома в деревне и ест пустой рис или просяную кашу. Китаец ухмыльнулся, но буквально через несколько секунд насторожился. Впереди, в урочище, кто-то утробно зарычал. Взлетели птицы, а из-за куста быстро выбежал барсук, а за ним его выводок. Китаец приказал своим дружкам остановиться и взять урочище на прицел. Сам же вынул мачете и пошел вперед. Он мог отличить рык редкого уссурийского тигра от рыка медведя и, разумеется, от голодного или сытого хруканья сикача. Рычал неизвестный китайцу зверь. Вполне может быть, что это был волк, раненый или вконец оголодавший, что в принципе было невозможно. Лес изобиловал дичью. Через минуту китаец выбегал из урочища. От страха узкие глаза расширились, как блюдца. Его друзья, не разобравшись, открыли огонь и чуть не поразили самого бедолагу. Но того все устраивало. «Стреляйте! Стреляйте! Я сказал, там дракон!» Из урочища, медленно, припадая на передние конечности, выходил выживший эмбрион. Глаза не сияли ярким желтым цветом, а были мутны. Из узкой пасти шла пена. Рептилоид перебирал ногами, но не мог стоять, а все время падал вперед. Он был при смерти. Что-то не так сработало в гибридном геноме. Он умирал. Сделав шаг, гибрид упал на спину и повернулся боком, обнажая сравнительно мягкое подбрюшье. Отстреляв чудовище по обойме из карабинов, китайцы приблизились. «Что это такое?» Китаец-вожак пришел в себя. «А хрен его знает. Здесь раньше русские какие-то испытания проводили. Может, у них через границу переползло? Не подходите близко!» С этими словами он направил карабин на монстра, прицелился в голову и выстрелил, разворотив черепную коробку. «Теперь можно. И что мы будем с ними делать? Может быть, сообщить властям?» Китаец-вожак молчал. В его голове наслаивались мысли о том, кто потом купит лапы этого дракона, получится ли снять с него шкуру, а главное, сколько можно будет слупить за его желчь, если она, конечно, у него есть. Мы вам сегодня раскрыли только часть информации о пришельцах. Данных о их деятельности на Земле намного больше. На нашем канале мы раскроем все тайные доказательства их присутствия. Подписывайтесь на канал и высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.